В то время как чернокожий полицейский патрулирует пустынный переулок, он находит крошечного ребенка, брошенного в мусорном баке. Он немедленно поднимает его и вызывает подкрепление, надеясь обеспечить ему лучшее будущее. Но годы спустя он потрясен трагической новостью, которая разбивает ему сердце. Район, который патрулировал полицейский Маркус Джонсон, был далек от совершенства. Он был охвачен преступностью, бедностью и ощущением беспечности, которые, казалось, витали в воздухе. Наркоторговцы скрывались в тени, заброшенные дома служили убежищем для бездомных, а семьи с трудом сводили концы с концами. Но ничего не могло быть хуже той ночи, когда он нашел ребенка. Он осматривал пустынный переулок, когда его фонарик прорезал темноту, и луч уловил движение возле мусорного контейнера. Он услышал слабый, отчаянный крик. Сердце бешено колотилось, он приблизился. Он посветил внутрь. Там, среди мусора, был крошечный ребенок. Он был едва жив и дрожал от холода. Кожа младенца была бледной, почти синей, а его крики были слабыми. Потрясенный Маркус быстро вызвал подкрепление и медицинскую помощь. Баюкая крошечного дрожащего младенца, он почувствовал глубокую печаль. Как кто-то мог бросить такого беспомощного ребенка? Он обернул ребенка своей курткой и попытался хоть как-то согреть. Крики младенца были слабыми, но они пронзали его сердце. Через несколько минут прибыло подкрепление. Офицер Санчес бросился к Маркусу. «Я вызвала скорую», — сказала она. Двое полицейских работали сообща, чтобы обеспечить ребенку тепло и покой до прибытия медиков. Подъехала машина скорой помощи с мигалками и сиреной, прорезавшей ночную тишину. Парамедики выскочили из машины и забрали ребенка из рук Маркуса. Они немедленно оценили его состояние и оказали неотложную помощь. Когда двери машины скорой помощи закрылись, и она умчалась, Маркус почувствовал, как тяжесть легла на его плечи. Он знал, что это только начало. Теперь ребенок был в безопасности, но все еще оставались вопросы, на которые нужно было ответить. Кто бросил ребенка и почему? В его голове проносились варианты, каждый из которых был более тревожным, чем предыдущий. Вокруг собрались его коллеги. Им нужно было провести расследование и попытаться найти родителей или опекунов ребенка. Прежде всего, они должны были убедиться, что подобное никогда больше не повторится. Маркус почувствовал прилив решимости. Этот ребенок заслуживает шанса на жизнь, и он сделает все, что в его силах, чтобы это произошло. В больнице малышке была оказана немедленная медицинская помощь. Врачи и медсестры неустанно трудились, чтобы согреть ее крошечное тельце и стабилизировать ее состояние. Она была такой хрупкой, но в то же время в ней чувствовалась сильная воля к жизни. Персонал назвал ее Клариссой. Дни сменялись неделями, и ее состояние неуклонно улучшалось. Персонал больницы восхищался ее стойкостью. Она набрала вес, ее кожа вновь приобрела здоровый цвет, а крики стали громче. История Клариссы разнеслась по больнице. Вскоре вся община узнала о маленьком чуде, которое было найдено в мусорном ведре. Все это время полицейский Маркус Джонсон ежедневно навещал Клариссу. Он сидел у ее инкубатора и тихо разговаривал с ней. Он рассказывал ей истории о мире за стенами больницы. Маркус чувствовал глубокую привязанность к малышке. Казалось, что судьба свела их вместе не просто так. Каждый визит укреплял его решимость защитить ее и дать ей шанс на хорошую жизнь. Маркус и его жена Анджела давно мечтали о детях. Они пытались в течение многих лет, но так и не смогли зачать. Боль от их неосуществленного желания постоянно присутствовала в их жизни, омрачая их счастье. Когда Маркус рассказал Анджеле о Клариссе, ее глаза наполнились слезами. Она почувствовала ту же связь, ту же тягу к маленькой девочке, которая бросила вызов обстоятельствам. «Маркус, может быть, это наш знак», — сказала Анджела однажды вечером.
Может быть, нам суждено стать ее родителями. Решение удочерить Клариссу далось нелегко. Процесс был долгим и полным неясностей. Нужно было преодолеть юридические препятствия, организовать визиты на дом и оформить документы. Но Маркус и Анджела были полны решимости. Они встречались с социальными работниками и присутствовали на судебных слушаниях. Они готовили свой дом к новому приезду, и на протяжении всего этого времени их любовь к Клариссе становилась все сильнее. Выздоровление Клариссы продолжало удивлять медицинский персонал. К тому времени, когда процесс усыновления близился к завершению, она была здоровым, процветающим ребенком. День, когда Маркус и Анджела наконец смогли забрать Клариссу домой, стал одним из счастливейших в их жизни. Они украсили детскую яркими красками и мягкими игрушками и создали пространство, наполненное любовью и теплом. Первая ночь, которую Кларисса провела в своем новом доме, была волшебной. Маркус укачивал ее, пока она не уснула. Он шептал обещание безопасного и любящего будущего. Анджела наблюдала за происходящим со слезами на глазах, ее сердце переполняло радость. Они так долго мечтали об этом моменте, и теперь это стало реальностью. Они были семьей. Кларисса быстро стала центром их мира. Ее смех наполнял их дом. Ее любопытные глаза изучали все вокруг. Каждая веха, ее первая улыбка, первые шаги, первые слова приносила Маркусу и Анджеле неизмеримую радость. Они отмечали каждое достижение, благодарные за чудо, которое олицетворяла Кларисса. Для Маркуса присутствие Клариссы было ежедневным напоминанием о том, почему он решил стать офицером полиции. Его преданность делу защиты и служения своему обществу привела его к этому невероятному моменту. Он знал, что в отцовстве будет много трудностей, но был готов встретить их с той же решимостью, которая руководила им на протяжении всей его карьеры. Когда Кларисса подросла, Маркус и Анджела рассказали ей историю о том, как она появилась в их жизни. Они рассказали о той ночи, когда ее нашли, о чуде ее выздоровления и о любви, которая сплотила их как семью. Кларисса слушала с широко раскрытыми глазами. Она поняла, что о ней очень заботились, и что в ее жизни произошло нечто необыкновенное. Шли годы, и Кларисса превратилась в яркую и энергичную молодую девушку. С раннего возраста было ясно, что она обладает замечательными талантами как в учебе, так и в спорте. Ее любознательность и интеллект проявлялись в каждом предмете, которым она занималась, и когда она присоединилась к местной футбольной команде, то быстро стала одним из ее звездных игроков. Независимо от того, забивала ли она голы или приводила свою команду к победе, решимость и спортивное мастерство Клариссы проявлялись во всем. Она подходила к каждому испытанию с одинаковым рвением и старалась преуспеть во всем, что делала. Подростковые годы Клариссы были отмечены триумфами и достижениями, но когда ей исполнилось 17 лет, в ней начало проявляться что-то тревожное. Это началось незаметно. Периодическая усталость, необъяснимые синяки и частые головные боли. Сначала Кларисса списала эти симптомы на свой плотный график. В перерывах между учебой, футболом и волонтерской деятельностью она постоянно находилась в движении. Но симптомы не исчезали и ухудшались. Бывали дни, когда она чувствовала такую слабость, что, казалось, не могла встать с постели. Синяки становились все более частыми и тяжелыми. Обеспокоенные Маркус и Анджела отвели Клариссу к семейному врачу. Они надеялись на простое объяснение. Доктор провел ряд стандартных тестов, но результаты оказались неубедительными. «Это может быть стресс», — предположил он, отметив напряженный образ жизни девушки. «Но давайте понаблюдаем за ней и посмотрим, не улучшится ли ситуация после отдыха». Кларисса неохотно согласилась сократить свою активность. Возможно, облегченный график поможет ей чувствовать себя лучше. Несмотря на снижение нагрузки, состояние Клариссы не улучшилось.
У нее начались приступы головокружения и тошноты. Ее некогда безграничная энергия улетучилась, оставив ее измученной и расстроенной. Маркус и Анджела стали сильно беспокоиться. Они обратились за помощью к специалистам. Затем последовали месяцы посещений больницы, анализов и консультаций с разными врачами. Кларисса прошла через анализы крови, МРТ и биопсию. Каждый из них был более инвазивным и изнурительным, чем предыдущий. Жизнь семьи перевернулась с ног на голову. Неопределенность была мучительной, и все они испытывали стресс. В один особенно изнурительный день, после целой серии тестов, Кларисса упала в обморок дома. Маркус и Анджела срочно отвезли ее в отделение неотложной помощи. Врачи положили ее под наблюдение и провели дополнительные тесты, чтобы найти причину внезапного ухудшения состояния. Ожидание было мучительным. Каждая минута превращалась в вечность. Наконец, команда специалистов собралась вместе с Маркусом и Анджелой, чтобы обсудить результаты анализов. Ведущий врач был мрачным мужчиной с добрыми глазами. У Клариссы редкое генетическое заболевание – синдром Эйлерса-Данлоса, объяснил он. Оно поражает соединительные ткани в ее теле, что и вызывает ее симптомы. Это сложное и неизлечимое заболевание, но с ним можно справиться при правильном лечении. Диагноз стал сокрушительным ударом. Маркус и Анджела с трудом переваривали полученную информацию. Они никогда не слышали о ЭДС и не были готовы к трудностям, с которыми она столкнулась. Врач наметил план лечения, который включал физиотерапию, лекарства для снятия боли и симптомов, а также корректировку образа жизни, чтобы уменьшить нагрузку на организм Клариссы. Это откровение стало катастрофическим и для Клариссы. Казалось, ее мечта стать врачом улетучилась. Вместо этого ее ждало будущее, наполненное неопределенностью и ограничениями. Она чувствовала себя обманутой собственным телом. Сила и стойкость, на которые она всегда полагалась, теперь были подорваны этим коварным расстройством. Решив не позволять диагнозу определять ее, Кларисса решила бороться с ним. Она с головой окунулась в изучение всего, что только можно было узнать о ЭДС. По ночам она изучала методы лечения и общалась с теми, у кого было такое же заболевание. Ее дух, хотя и побитый, оставался несломленным. Путь Клариссы через болезнь был тяжелым. Боль и усталость постоянно напоминали о ее состоянии. Сердца Маркуса и Анджелы болели за свою дочь. Они неустанно трудились, чтобы обеспечить ей наилучший уход. Несмотря на все это, мечта Клариссы стать врачом не ослабевала. Болезнь лишь укрепила ее желание помогать другим. Она не понаслышке знала о трудностях жизни с хроническим заболеванием и хотела использовать свой опыт, чтобы изменить жизнь к лучшему в медицине. Она скорректировала свои цели и решила стать медицинским исследователем или защитником пациентов. Она была полна решимости найти способ внести свой вклад, несмотря на свои ограничения. После того, как у Клариссы был диагностирован синдром Эйлерса-Данлоса, поиск ее биологической семьи приобрел новую актуальность. Врачи объяснили, что понимание генетического происхождения Клариссы может помочь в изучении ее заболевания и возможных методов лечения. Маркус и Анджела отправились в трудное путешествие, чтобы найти биологических родственников Клариссы. Им пришлось разбираться в сложностях системы усыновления, соблюдать законы о неприкосновенности частной жизни и ориентироваться в ограниченной информации, доступной с момента отказа от Клариссы. Они обращались в агентство по усыновлению, нанимали частного детектива и просеивали бесчисленные документы в надежде найти хоть какую-то зацепку, которая могла бы указать им верное направление. В то же время эмоции Клариссы были бурными. Она всегда знала, что ее удочерили, но поиски ее биологической семьи вызвали у нее коктейль из любопытства, тревоги и страха. Она жаждала понять свои корни и найти родственников, которые могли бы пролить свет на ее состояние.
но в то же время беспокоилась о том, что они могут обнаружить. Месяцы упорных усилий, наконец, принесли результат. Частному детективу удалось отследить записи о рождении Клариссы до небольшого городка в нескольких штатах от нее. Именно там находилась ее биологическая мать Линда. Она вела тихую и непритязательную жизнь. Договориться о встрече с ней было непросто. Через следователя они узнали, что в прошлом Линда пережила серьезную травму, которая послужила причиной ее решения отказаться от Клариссы. Они осторожно связались с ней, объяснив ситуацию и состояние здоровья Клариссы, и выразили желание встретиться по медицинским показаниям. Линда согласилась встретиться. Линда согласилась. День встречи был наполнен эмоциями. Маркус, Анджела и Кларисса отправились в маленький городок. Они встретились с Линдой в местном парке, нейтральном и открытом месте, которое давало определенный комфорт. Это была женщина около 30 лет с изможденным, но добрым лицом. Когда они сидели вместе, она поделилась своей историей. Когда она забеременела Клариссой, ее отношения подверглись насилию. Отец контролировал ее, и она чувствовала себя в ловушке и отчаянии. Когда родилась дочь, Линда не видела способа защитить ее от опасного окружения. В момент отчаяния она приняла душераздирающее решение бросить Клариссу, надеясь, что кто-то найдет ее и даст ей ту жизнь, которую она заслуживает. Признание Линды было шокирующим и душераздирающим. Она рассказала, что тоже страдает от того же генетического заболевания. В то время она еще не знала о ИДС, но на протяжении всей своей жизни испытывала похожие симптомы. Ее собственная борьба с болью и проблемами со здоровьем усугубляла чувство беспомощности. Кларисса слушала рассказ Линды со слезами на глазах. Она испытывала сложную смесь эмоций. Раскрытие обстоятельств в жизни ее биологической матери позволило ей глубже понять собственное прошлое и жертвы, принесенные ради ее безопасности. Кроме того, она получила важнейшую медицинскую информацию, которая могла бы помочь в ее лечении. Несмотря на первоначальный шок, встреча принесла чувство завершенности и единения. Линда выразила глубокое сожаление и облегчение по поводу того, что Кларисса нашла любящую семью и процветает, несмотря на трудное начало ее жизни. Маркус и Анджела заверили Линду, что ее решение, пусть и болезненное, привело Клариссу к ним, и они бесконечно благодарны за возможность любить и растить ее. Когда они покидали парк, в воздухе чувствовалась легкость. Груз прошлого не исчез, но он был признан и понят. Кларисса шла рядом со своей биологической матерью и приемными родителями. Каким-то образом она была мостом между двумя мирами и несла в себе силу обоих. Лечение Клариссы началось вскоре после того, как стало известно о ее генетическом заболевании. С новым пониманием ее состояния врачи разработали комплексный план по лечению симптомов и улучшению качества жизни. Физиотерапия, прием лекарств и регулярные обследования стали частью ее повседневной жизни. Медленно, но верно, Кларисса начала демонстрировать признаки улучшения. К ней стали возвращаться силы и энергия, а постоянная боль, которую она терпела, уменьшилась. Воссоединение с биологической матерью, Линдой, привнесло в жизнь Клариссы новое измерение. Несмотря на первоначальный шок и эмоциональное потрясение, между ними установилась связь, основанная на понимании и общем опыте. Поддержка Линды стала неоценимой. Она поделилась своими знаниями о том, как справиться с синдромом Эйлерса-Данлоса, и предложила свою точку зрения, которую мог дать только человек с таким же заболеванием. Их отношения, когда-то омраченные отчаянием и страхом, теперь расцвели взаимной любовью и поддержкой. Офицер Маркус Джонсон часто размышлял о невероятном путешествии, которое прошла их семья. От ночи,
Когда он нашел Клариссу брошенной и уязвимой, до радостных моментов ее удочерения и трудностей, связанных с ее болезнью, каждый шаг был отмечен силой любви и сообщества. Маркус всегда верил в силу человеческих связей, и история Клариссы стала прекрасным примером воплощения этой веры в жизнь. Ее стойкость была постоянным источником вдохновения. Она мечтала стать врачом, но ее решимость помогать другим оставалась такой же сильной, как и прежде. Она сосредоточилась на медицинских исследованиях, движимая желанием найти лучшие методы лечения синдрома Эйлерса-Данлоса и поддержать других людей с хроническими заболеваниями. Ее путь прошел полный круг, от беспомощного младенца, нуждающегося в спасении, до молодой женщины, решившей изменить мир к лучшему. Маркус почувствовал глубокое умиротворение. История Клариссы была далека от завершения, но она была полна надежд. А у вас есть история о, казалось бы, безнадежной ситуации, которую изменила твердая вера в любовь, заботу и семейные узы? Расскажите нам о ней в комментариях.